Мы завтра уезжаем в Краков в отпуск Вот до ночи. До 12 ночи мы думали, что Чупи останется в Лоде. Все закуплено. Все, жилье, билеты, там даже еда уже была забронирована. Мы всю ночь искали выход. Оставили мы Чупи вот на трое суток. Пытаемся расслабиться, но сложно, мы все на нем думаем. Идем за нашим чупсиком. Я уже вот думаю, интересно, он чувствует, мы уже очень близки. Привет! Привет! Мы находимся не у себя дома, Да, вообще. и даже не так близко. Да. Все И без дело, Чупи. да, уже. Все дело в том, что мы завтра уезжаем В Краков. в Краков в отпуск. Ну, мы-то завтра уезжаем, но видео оттуда, я думаю, уже Вы увидите потом. уже на канале. Мгм. Да, мы уезжаем в Краков и едем в Энерджеландию. В Энерджеландию нельзя с собаками. Конечно. Да. Мы хотели оставить нашу собаку в отеле, но Ну, потом нам так эта получилось, идея что так себе. да. Ну, в любом случае его надо будет Попробовать потом когда-нибудь, как-то оставлять. да. Ну, наверное, не в 6 месяцев, пусть еще подрастет. Но Магда, наша подруга, она как бы так все сложилось, и она предложила, и мы согласились. И у нее отпуск в И те у же нее дни. отпуск в те же дни, чтобы наш Чупи остался у нее погостить вот эти 3 дня. Мы вообще с легкостью согласились, потому что Магда, мы знаем, она будет очень за ним хорошо следить, ухаживать, поэтому мы решили его оставить. И сегодня такое тренировочное, чтобы На привык час-полтора его. без нас, привык к новому дому. И вот мы на пару часов оставим, а завтра уже оставляем на 3 дня. Ну, Это сейчас сложно. Магда уже написала, как бы мы вышли, не знаю, минут 15 прошло, 10. Написала, что все нормально, хотя когда мы выходили, он прям гавкал, такая, без меня ушли. Но я думаю, там понравится, а квартира у него такая красивая. Я думаю, он все понюхает, ему там понравится, поэтому, думаю, не будет проблем с Магдой. Ну, в любом случае, сегодня тренировочный такой момент. Посмотрим. Ребята, привет! Привет из Кракова. Из Кракова, мы в Кракове. Уселись. Да, мы не снимали начало, потому что нам мы было камеру вообще почти до не этого. доставали всю дорогу. Ну, отдельное видео из Кракова, естественно, тоже на канале. А это просто такие мысли немножко. Хотим рассказать о всей ситуации, потому что есть что рассказать. До вчерашнего дня, до 12 ночи сегодняшнего дня мы думали, что Чупи останется в Лоде, и все как бы уже складывалось, но очень поздно выяснилось, что там случился форс-мажор, и Чупи некуда оставить, а мы уже все, у нас как бы уже все запланировано, все куплено. Выезд. И мы все закуплено. Да. Все, жилье, билеты, там даже еда уже была забронирована. Надо заикнуться, что мы приехали сюда еще в Энерджеландию. А то есть тоже мы билеты купили. Мы даже купили билеты доехать туда, обратно. Ну, короче, вообще все куплено. Мы все как бы, как, не знаю, как ответственные люди, мы все запланировали, все купили. И, в общем-то, мы всю ночь искали выход, что делать, куда Чупи. В Энерджеландию с Чупи нельзя. Очевидно. Приехать в другой день, а мы уже теряем. Если мы все отменим, то мы теряем очень много денег. Ну, за жилье почти ничего мы бы не вернули. Ну, если мы там заранее, за дня 3 недели, ну, такой ситуации у нас не было, поэтому было принято решение, что нужно что-то придумывать тут, в Кракове. И мы приняли решение уже, которое я сказала. То есть утром у нас 2 часа буквально на все дела было. Да. Мы начали писать всем отелям. Отели для собак в Кракове. Собак, да. Можно ли принять сейчас изначально собаку мы еще договорились с хозяйкой квартиры. Да. Ну, в первую очередь. Можно Потому что мы собакой. думали, если что, мы оставим Чупи в квартире. Но мы знали, что оставить Чупи в квартире это вообще нереально. Мы отмели через пару минут этот вариант. Потому что, во-первых, там надо в туалет ходить, а что он весь день. Ну, мы в Энерджеландию на весь день. То есть с 8 до 8, а то и мы вообще на 2 дня приехали в Энерджеландию. Да. И мы подумали, что и он будет гавкать. Ну, там соседи просто с ума сойдут, мне кажется. Любой человек бы с ума уже сошел, если там постоянно гавкать. Поэтому мы писали всем отелям, которые нам понравились по отзывам. Тот, кто нам ответил, мы приняли решение туда отвезти Чупи. Да, мы сначала в один отель договорились, а потом внимательно я посмотрел, как до него добираться. Оказалось, что с пересадкой и на какой-то, не знаю, пригородный автобус еще. Ну, то есть сложно. И есть шансы накосячить. Спали мы сегодня, ребята, всего лишь там 3-3,5 часа. Очень мало.
поезде, я еще там пыталась что-то поспать. А, Короче, в итоге Чупи мы отдали в отель, который выбрали вторым. Да. Ну, он оказался довольно, ну, в хорошей доступности, на трамвае 20 Очень минут. классно, да. То есть, ну, даже один билетик. Супер отзывы. Первый раз Чупи у нас как в лагерь. Мы ему сказали: Чупи, ты едешь в лагерь для собак. Кайфуй без нас, пока есть нас. возможность. Да. Дай бог, что все будет хорошо. Но мы, когда отвозили Чупи, мы видели, как одна там из собак выходила. Да. И там была супер там счастливая собака. Не потому, что она увидела хозяина, это поэтому тоже. Конечно. Ну и плюс выводили работники, и она так рада была и работникам, Да, там эта собака. Да, очень ну счастливая такая. приятно все. Ну, и там очень много Да. места, очень много разных там, не знаю, вольеров. Да, с ними там занимаются, там даже занимаются агрессивными собаками. Ну, Да, но они не да. отказывают Ну, то есть там никому. профессионалы. Просто в некоторых Да. отелях куча требований к собаке, чтобы Да. взяли, а здесь готовы заниматься всеми. Ну, то есть Ну, там работают огромная хорошие территория, там люди. много людей, наверное. Название еще забавное у этого Да. отеля. Шариктон. Шарик. Шариктон. Ну, переделали Шаратон под Шарик. Мгм. Ну, забавно. Да, забавно. Короче, да, оставили мы Чупи вот на трое Мгм. суток. Пытаемся расслабиться, но Да. сложно. Мы все равно о нем думаем. Потому что он уходил. Он вроде ему, знаете, и интересно, но в итоге из-за того, что мы уходим, он все равно гавкает, тявкает. Ну, не бросайте меня. У него сразу мысль, наверное, что мы его бросили, оставили. А мы-то в Энерджеланде. Ладно, ребята, завтра будет уже видео с Энерджеландии. Ну, видео А, ну, отдельно, да. конечно. Это уже такое включение. Просто, чтобы было. Да. Чтобы просто рассказать. Ну, было очень сложно. Ночь, Вообще, утро, да. день. Мы еще уснуть не могли, потому что мы не У знали, нас что не было делать. плана, а это самое ужасное, Когда нет когда ты плана. все спланировал в последнюю ночь, у тебя нет этого плана. Ну в итоге, смотри, как все хорошо получилось. В итоге все. Чупи мы отдали. Все, мы, хозяйка у нас отличная. Мы Да, рассказывали. ну, на данный момент все классно. Надо чуть выдохнуть, мы Да. чуть-чуть сейчас Сейчас пойдем начинаем гулять, еще Да. пойдем покушаем, и спать, ребята. спать, набираться сил, Потому что завтра энергии 7 для часов Энерджеландии. утра, да. В 7 часов утра нам вставать, чтобы ехать на открытие в Энерджеландии. Мы планируем там Мы объездить там все горки. Там, говорят, супер классные горки, страшные, опасные, То, что- захватывающий дух, то, что нам нравится. Мы были в Испании, В Портовентура. Портовентура, и там были супер классные горки. Да, мы тоже были 2 дня. И Ну, как Саша можно мне на говорит, один? что в Польше еще круче, чем Портовентура. Они что новее. я очень сомневаюсь, но мне кажется, Портовентура это прям вышаг. Ну, там 3, 4, 5 максимум было М. классных. Ну, здесь тоже, наверное, может 5 максимум. Ну, Но они посмотрим. более новее. Интересно сравнить даже. Плюс там мы еще в аквапарк идем. Да. Аквапарк, говорят, Ну, средний. да, ну просто расслабиться после аттракционов можно. Ладно, Такие всё, планы. мы уже заболтались. Идем есть бургер. Я уже есть хочу спать. Покормите меня! 3 days later. Ребята, мы уже скоро заканчиваем с походами С поездкой. Да, с походами по Кракову уже. Все у нас. Мы скоро едем забирать Чупсика. Между прочим, мы все 3 дня без него и так скучали. Вот я вот думаю, всё-таки как ты привязываешься к домашнему животному, да? Да. Кстати, нам сегодня не присылали, вчера Ну да, присылали. нам прислали 2 раза. А сегодня уже не присылали. Надеюсь, у него это все хорошо. У нас еще Боки любит. Мы уже представляем, как он будет вилять хвостиком, когда нас Ну, увидит. будет вилять всем Чупи. Да. Там будет что-то веселенькое. Ну, а вообще, влог про Краков отдельно. Он будет на нашем канале. Поэтому Ambition. Заходите. Энерджеландия. Да. Я не знаю, что будет первым. Ну, что-то Возможно, из них, да. Энерджеландия, возможно, Краков. В любом случае, Все обязательно. вперемешку. Очень интересно, у нас такая прошла прогулка. Заходите, хорошо? Спасибо. Последний день в Кракове, тут так жарко, мы так устали, что прячемся где можно уже под кондиционерами, зашли в Zara Home Наш в любимый. торговом центре. Мы только там лазим, никогда ничего не покупаем. Но мы никогда ничего не Ну покупали. вот, например, гайдушок 50 злотых. Он не керамика, он просто Пластик. Выглядит прикольно, но не красивый же. на 50 вот. А вот, смотри, как красиво. Ой, вообще, мне так нравится все, ребята. Все нравится. Там скидки. Магазин маленький. Да, кстати, почему-то он маленький. Вот.
Вот банка стоит 15 злотых. Банка, просто банка. Просто банка, Саша. Просто банка стоит 16, если быть точнее. Ага. Не, ну тут есть красивые штучки. Ну, очень дорого, очень. Прикольно. Это такие салфетки, помидоры. За 16 злотых. Есть такие же лимончики. О, шапка. Как раз мне нужна шапка. На кухне готовить. Такая вот, беретик такой. Не, ну как бы, тут все очень красиво. Ну, это Зара. В Заре все. Оказывается, в Заре снайпер был. Ну, где мы еще продавали? Я думала, она такая дорогая. Не такой уж эксклюзив. Красиво, кстати, да? Вот я вообще удивилась. Вот это, знаете, как советские сервисы, и они продаются в Заре. Это для молока. Да. Но это круто выглядит. Вот в Заре все круто выглядит. Ну, это не на каждый стол. Ну, не в каждую квартиру. Да. Надо вот с этим работать. Но это красиво. В Заре всегда все красиво выглядит. Вот у меня бы дома, у тебя это выглядело бы бабушкин сервиз. А вот какая тарелочка. Такой глянь. Я даже боюсь представить, сколько она стоит. 50 за тарелочку. Ребята, ну это грабеж. Зара, грабеж. Ой, так у меня точно такая у бабушки стоит. Стопудово. Я думаю, если в серванте покопаться, там такое найдут. Подшарпанная только. 20. А, ну еще по-божески. Не 52. Приехали за Чупи на окраину Кракова. Зашли в Жабку перекусить. Хот-доги. Паровки так вкусно пахнут, это сосисочки. Взяли соус там горчичный и барбекю. Так все подрумяненное, горяченько. И да, пока дойдем к Чупи, Сейчас перекусим, поедем на вокзал и все. Ну, еще не скоро будем дома. Мы еще будем дома через 6 часов. О, Уже встали. Ну, сейчас увидим Чупи, энергию Я так его добавим. хочу Он увидеть, так так будет прыгать соскучилась. наверняка. Сашка, ты соскучился? Ну это же наш чупсик, как по нему можно не соскучиться? Он такой милашка. Он Мама. такой там скучашка, Да наверное. вообще. Подожди, быстрее. Идем за нашим чупсиком. Я уже вот думаю, интересно, он чувствует, мы уже очень близки. Очень Чувствует, подходим уже к воротам. Сейчас надо позвонить, чтобы нам его вынесли. получается, я думаю, что у него уже там сердечко колотится, он уже так бегает. Где мои любимые хозяева? Да, мои дружочки-пирожочки. Я так соскучилась, ребята, по нему. Так хочу увидеть его эти ушки, хвостик, глазки, все мое любимое. Скорее бы уже, сейчас будем звонить. Чупи, Чупи, Чупи. Он не может, он постоянно... Работник бедолага. сказал, что очень супер было. Он все время был веселый, со всеми скакал, как будто и не умеет ходить Ну, он на 4 лапах. Все время на 2. Короче, ему было даже нормально. Он как-то на нас даже так Да. средне отреагировал. Типа, Все, что вы были, и вас не было. все, как будто мы на минуту отошли просто. Чупи, Все, он просто прыгает, ну, бегает. он так попрощался с работницей, да? Да. Так с ней тоже подошел, попрыгал с ней рядом. Чупи, ты молодец. О, подписюнькает. От встречи. Отстань. Все. Малыш. Ну мы пойдем. Я так рада.